единение и разъединенность. Те, кто ничего не знает о Боге и чья жизнь вращается исключительно вокруг них одних, думают, что найдут себя, утверждая в борьбе со всем миром свои желания, амбиции, аппетиты. Они пытаются стать реальными, навязывая себя другим, урывая свой кусок и всячески подчеркивая, что другие менее важны или не важны совсем. Только такой способ они и могут себе представить. Отгородись от всех, выдели себя. Им неизвестно, что наша реальность не в разъединенности, а в единении. Измеряя, насколько мы выше прочих, мы иногда можем забыть, насколько кто-то выше нас, как нас обогнали, и даже как будет кто-то жить, когда мы умрем. Но человек, отделенный от других, и так уже умер. Он не находит себя, потому что заблудился, утратил реальность. Тот, кем он себя считает, лишь дурной сон. Когда умрет его тело, он узнает, что жизнь его давно кончилась, поскольку Бог, бесконечно реальный и объемлющий своим взором все истинно сущее, скажет ему: «Я не знаю тебя». Кому не хочется, пусть и втайне, быть лучше всех? Если гордый считает себя смиренным, дело его плохо. Вот кто-то много потрудился, претерпел мучения и милостью Божией обрел силу и жертвенность. Теперь ему все дается легко, и совесть его спокойна. Но прежде чем он найдет настоящий мир, появится довольство, а там и восхищение собой. Радостно делая трудные дела, он слышит шепот: «Ты свят». Да и другие считают его не похожим на остальных. Одни его хвалят, другие избегают. Что ж, это дань грешников. Приятное чувство разгорается, а жар снедающего пламени очень похож на жар любви к Богу. Раздувают его те же добродетели, которые питали пламя добрых дел. Человек загорает от восторга перед самим собой, думая при этом: вот он, огонь Божией любви. Свою гордость он принимает за действие Святого Духа. Когда же он что-то сделал, удовлетворение кажется ему помазанием Духа. Тайный голос Узлады поет в его сердце: «Я не таков, как прочие люди». Стоит пойти этим путем, и довольство собой под видом служения Богу может довести до любого зла. Человек так себе нравится, что больше не выносит советов, тем более повелений. Когда кто-то противится его воле, он смиренно складывает ручки, но в сердце своем говорит: «Меня гонят невежды, куда им понять того, кто ведом духом? Святых всегда мучают». Но если он мученик, он еще раз в 10 упрямей. Просто ужасно, когда такой человек мнит себя пророком, посланником Божиим или тем, кому суждено изменить мир. Он может разрушить веру и сделать ненавистным для людей имя Божие. Словом, мы должны искать себя не только в Боге, но и в ближнем. Я никогда себя не найду, отделившись от других, словно я какой-то особенный. Если вы уйдете в пустыню, чтобы избавиться от неприятных вам людей,
вы не найдете ни мира, ни уединения, а скорее всего останетесь один на один с регионом бесов. Человек сотворен по образу единого Бога, поэтому ему свойственно стремиться к целостности. Однако целостность и одиночество – это не метафизическая отъединенность от всего и всех. Того, кто изолирует сам себя, желая насладиться мнимой независимостью себелюбивого внешнего «я», ожидает не целостность, а распад. Его разрывают страсти. Окончательно запутавшись, он теряет всякую связь с реальностью. Нужда в истинном уединении – вещь сложная и опасная, но это настоящая нужда. Особенно сильно она ощутима сегодня, когда коллективное начало стремится поглотить человека, растворить его в бесформенной безликой толпе. Соблазн наших дней – это стремление уравнять любовь и конформизм, раболепство перед массовым сознанием или организацией. И напрасно бунтуют против этого чудаки, любой ценой пытающиеся быть не похожими на других. Они лишь порождают новую скуку, скучное сумасбродство вместо скучной рутины. Истинное одиночество – жилище личности, ложное – прибежище индивидуальности. Личность соткана из любви, из заложенной в человека заботы обо всем, что сотворил и возлюбил Бог. Нужда ближнего не трогает тех, кто стал винтиком общественного механизма. Как легко скрыться от ближних, растворившись в толпе. Идите в пустыню для того, чтобы найти людей в Боге, а не для того, чтобы убежать от них. Физическое одиночество таит свои опасности, но не будем их преувеличивать. Великий соблазн современного человека не уединение, а масса таких же, как он. Не уход в горы или пустыню. Дай Бог, чтобы люди соблазнялись только этим. А бегство в толпу – это огромное и бесформенное море безответственности. В самом деле, нет опаснее одиночества, чем одиночество человека, затерявшегося в толпе и не знающего, что он один. Такой человек бесполезен для других. Он никогда не решится на истинное уединение, не возьмет на себя это иго. Массовое общество лишило его чувства долга, но не дало свободы. Оно породило в нем гнетущую безотчетную тревогу и безымянный страх, подчинило вожделению и вражде, которые наполняют толпу, как вода море. Жить среди людей еще не значит жить в общении. Кто может быть бессловеснее человека из толпы? Когда люди живут скучно, без настоящего общения, им кажется, что их связывает что-то большое и настоящее. В действительности же их ничего не связывает, кроме бессмысленных лозунгов и затверженных штампов. Слушают, но не слышат, откликаются на призывы, не думая. Пустые звонкие речи, нескончаемый рев машин и громкоговорителей делают невозможным настоящее общение. Люди в толпе отделены друг от друга толстой корой нечувствия. Они не способны сопереживать, слушать, думать. Они не действуют, ими помыкают. Они не говорят, а производят звуки, реагируя на соответствующий раздражитель. Они не думают, а выделяют штампы.
Сама по себе одинокая жизнь не разъединяет людей, а совместное не сближает. Сообщество может сделать человека личностью, а может и развратить. Все зависит от того, куда он попал – в настоящую общину или в толпу. Чтобы сохранить человеческий облик, нам необходимо общение, диалог. Но если нас связывают только шуморазвлечения, мы безнадежно теряем друг друга, незаметно отпадая от реальности и от самих себя. Мы не узнаем настоящего мира, пока хотим выделиться талантом, хорошими манерами, праведностью или чем-то еще, пока мы так или иначе считаем себя выше других. Таланты и добродетели Бог дает нам не только для нас самих. Мы члены друг друга, поэтому то, что дано одному, дано и для всего тела. Ноги ведь моют не для того, чтобы они выглядели красивее лица. Святость не отделяет человека от ближних и не ставит его выше других. Напротив, она приближает его к людям, в каком-то смысле ставит его ниже всех. Святость дается человеку, чтобы он помогал другим, служил им, как врач или сестра милосердия, которые лучше больных тем, что здоровы и умеют лечить, и которые служат им, отдавая свое здоровье и умение. Святость не в даре восхищать людей, а в даре восхищаться ими, в зрячей жалости, находящей доброе даже в страшных преступниках. Она избавляет от бремени судить других и учит выявлять в людях добро, состраданием, любовью, прощением. Святой не считает себя лучше грешников, ибо понимает, что он один из них, а милость Божия нужна всем. В смирении величайшая свобода. Мир уходит из нашего сердца, когда мы защищаем свое воображаемое «я», считая его чем-то важным. Сравнивая эту тень с тенями других людей, мы теряем радость. Иначе и быть не может, ведь мы пускаем в оборот нереальное. А в том, что само не существует, нет и радости. Принимая себя всерьез и воображая, будто наша праведность какая-то особенная, просто потому, что она наша, мы попадаем в темницу тщеславия. Наши лучшие поступки ослепляют нас и вводят в заблуждение, а чтобы как-то защититься, мы начинаем подмечать чужие грехи и ошибки. Чем весомее мы сами и наши дела в наших собственных глазах, тем старательнее мы утверждаемся, осуждая других, как невыносимые несчастные праведники, мнящие, будто их счастье быть праведнее других. Когда смирение освободит нас от привязанности к своим трудам, своей репутации, мы поймем, что совершенная радость доступна лишь тем, кто окончательно забыл о себе. Только не обращая внимания на собственные дела, репутацию, превосходство, мы станем, наконец, свободны и будем служить Богу чисто ради Него одного. Тот, кто не обнажен и не нищ в собственной душе, подсознательно действует во славу свою, а не во славу Божию. Он хочет быть добродетельным не потому, что любит волю Божию, а потому, что любит умиляться собственной праведностью. Но в течение дня он будет допускать промах за промахом и в конце концов разозлится и потеряет терпение. Нетерпеливость его и выдаст. Вот он задумал поразить всех и не представляет себя без нимба над головой.
Когда же будни напомнят ему, что он малозауряден, ему станет стыдно. Однако гордость не даст ему принять истину, которая не удивила бы здравого человека. Бывает, что и профессиональные ревнители благочестия тратят время впустую, соревнуясь друг с другом. Они не находят ничего, кроме печали. Иисус не раз упрекал апостолов, споривших между собой и выгадывавших себе первые места в Его Царстве. Двое из них, Иаков и Иоанн, хотели всех обойти и воссесть по правую и по левую Его руку. В житиях не редкость, когда святые не согласны друг с другом. Петр, скажем, не всегда соглашался с Павлом. Тот, кто в это не верит, видимо, думает, что святой никогда не имел изъянов и ничего в себе не исправлял. Но даже те, кто достиг настоящих вершин, бывают по попущению Божьему в чем-то ущербны, несовершенны, невежественны или странны, а их святость бывает сокрыта от окружающих и от них самих. Если бы все всегда было явным, святые не прошли бы школы гонений, упреков, унижения и не стали бы совершенны. Будьте довольны, что вы еще в начале пути, хотя и поняли, что святость единственная, ради чего стоит жить. Позвольте Богу вести себя по неведомым тропам. В конце концов вы поймете, что святость во всем, а Бог повсюду вокруг вас. Оставив всякое желание соперничать с другими, вы проснетесь и узнаете, что радость о Господе везде, что вы способны ликовать, видя праведность и доброту других. Бог засияет для вас в душах окружающих вас людей, и вы не сможете больше их осуждать. Даже в великих грешниках вы увидите добро и ценные качества, которых никто не видит. Что же до вас самих? Если вы еще будете думать о себе, то вы не дерзнете сравнивать себя с кем бы то ни было. Вам будет страшно об этом подумать, но страдать и сетовать вы не будете. Вы примете свою незначительность как должное, потеряете всякий интерес к своему внешнему «я». Бог есть любовь, и если я сотворен по образу Божьему, то любовь – причина моего бытия. Любовь – моя внутренняя суть, самоотвержение – мое истинное «я». Любовь – моя истинная натура, мое имя. То, что я делаю, думаю или говорю не из любви к Богу, не дает мне мира, покоя, радости, полноты. Чтобы найти любовь, я должен войти во святилище, где она сокрыта, в тайну Божию. Я должен быть свят, как Бог свят, совершен, как Он совершен. Смею ли я так думать? Не безумие ли это? Безумие, если вообразить, будто знаешь, что такое святость и совершенство Божие, и как им подражать. Значит, прежде всего надо уразуметь, что святость Бога бесконечно таинственна, непостижима и превосходит самые высокие понятия о ней, самые точные человеческие определения. Бог стал человеком и жил среди грешников. Его предали смерти как богохульника, как посягнувшего на Бога и Его святость. Разве не в этом иудеи обвинили Христа? И Бог был распят, потому что не дотянул до человеческих представлений о святости. Бог оказался не вполне, неправильно свят, не так свят, как того ждали. Умирая на кресте, Христос возвестил о непонятной людьми святости Бога. Он окончательно отверг, уничтожил человеческие представления о совершенстве.
Божия премудрость стала безумием для людей. Его сила была принята за немощь, святость за порок. Но в Евангелии сказано: «Высокое у людей – мерзость пред Богом». «Мои мысли не ваши мысли», – говорит Господь. Итак, если хотите найти путь к святости, откажитесь от своего пути и от своей мудрости. Истощите себя, как истощил себя Бог. Отрекитесь от себя, превратитесь в ничто и начните жить не в себе, а в Нем. Своими силами, своим стремлением, соперничая с другими, мы ничего не добьемся. Оставим же все известные и понятные нам пути. В нас самих нет любви, и если любовь не соединит нас с собой, мы никогда ею не станем. Посылая в нас свою любовь, самого себя, Бог действует и любит в нас и во всем, что мы делаем. Он преображает нас и дарит нас самих себя. Затерявшись в Нем, мы находим свое истинное «Я». И это и будет святость. Мы один человек. Вот одна из антиномий духовной жизни. Человек не может сойти в глубинное средоточие своего «Я» и оттуда подняться к Богу, если полностью не отречется от себя, если не истощит и не отдаст себя другим в чистоте бескорыстной любви. Едва ли не самая пагубная для созерцания иллюзия – воображать, будто найти Бога можно, заперевшись в собственной душе, усилием воли собрав свое внимание в одну точку, отогнав от себя внешнюю реальность, отрезав себя от мира и от людей, спрятавшись в собственный разум, как черепаха в панцирь. К счастью, большинство из тех, кто идет этим путем, так никуда и не приходят, потому что самовнушение прямо противоположно созерцанию. Мы обладаем Богом лишь тогда, когда Он заполняет наши внутренние силы своим светом, согревает нас своим неотмерным огнем. Невозможно обладать им, пока Он не завладеет нами. Тот же, кто дурманит себя, отмахиваясь от всего живого, станет толстокожим, а не духовным. Надеясь раздуть огонь, он бросает в него лед вместо хвороста. Чем ближе к Богу, тем ближе я ко всем тем, кто стремится к Нему. Его любовь живет во всех нас. Его Дух – наша единая жизнь, общая наша жизнь и жизнь Бога. Мы любим друг друга и Бога той же любовью, какую Он любит нас и самого себя. Эта любовь – сам Бог. Христос молился, чтобы люди были едины, как Он и Отец едины в Святом Духе. Когда вы и я станем теми, кем нам предназначено быть, мы увидим, что не только любим друг друга совершенной любовью, но и живем во Христе, а Он в нас, что все мы единый Христос. Наконец мы увидим, что это Он любит в нас. Совершенное созерцание – это не небо для индивидов, каждый из которых по-своему ощущает присутствие Бога, а океан любви, омывающий единое тело всех избранных, всех ангелов и святых, чей опыт был бы не полон, не делись они этим опытом с душами и духами, не достигшими еще их ведения и радости. Моя радость на небесах и мое созерцание будут полнее, если вы разделите их со мной. И чем больше нас будет, тем полнее будет наша общая радость. Созерцание так или иначе ущербно,
если принадлежит только нам одним. Мы не вкусим сполна славы Божией, пока этот безграничный дар не зальется через нас и не затопит все небо, пока мы не увидим Бога во всех небожителях и не поймем, что Он – наша общая жизнь, и мы едины в Нем. То же, хотя и прикровенно, совершается на земле. Мы сознаем наше единство лишь во мраке веры, но видим, что, соединяясь с Богом, мы соединяемся и друг со другом, что безмолвие созерцания – это глубокое, богатое и нескончаемое общение не только с Богом, но и с людьми. Созерцатель не замкнут в себе, а свободен от своего внешнего, себелюбивого «я», потому что смирен и чист сердцем. В нем нет ни одного сколько-нибудь серьезного препятствия для простой и смиренной любви к людям. Когда мы наедине с собой, мы вместе. Когда мы в сообществе, истинном сообществе, построенном на любви, а не в городе или толпе, мы наедине с Богом, потому что и в моей, и в вашей душе я нахожу Христа, нашу жизнь. Мое истинное «Я» осуществится в мистическом Христе. Придет день, и мы будем жить целиком в Боге и друг в друге. Вы, я, каждый из нас созданы для того, чтобы найти себя в мистическом Христе, в котором все мы дополняем друг друга в мужа совершенного в меру возраста полноты Христовой. Когда все мы достигнем совершенства в любви, или иначе созерцания Бога в Его славе, мы навеки, оставаясь разными, соединимся в одно, так что каждый из нас будет находить себя во всех остальных, и Бог будет нашей общей реальностью и жизнью. Бог – все во всем. Бог – это огонь поедающий. Только Он, переплавив нас как золото, может удалить с нас окалину себелюбивого «я» и ввести в полноту совершенного единства. До тех пор, пока мы не позволим любви Божией поглотить нас целиком и сплавить в одно в Боге, золото, что внутри нас, будет погребено под толщей камней и грязи, подо всем тем, что отделяет нас друг от друга. Физическое тело Христа было распято Пилатом и фарисеями, мистическое из века в век пытает и четвертует человеческая злоба. Это мучительное разделение мы сами совершаем и порождаем в своих себелюбивых и падких на грех душах. По всему лицу земли множатся распри, вызванные людской похотью и стремлением к наживе. Обиды отрывают людей друг от друга и в конце концов разжигают страшные войны. Убийство, резня, революция, ненависть, казни, телесные и душевные пытки, сожженные города, миллионы умирающих от голода, истребленные народы Христа истязают и рвут на части. В людях убивают Бога. Мировая история с ее ужасами и разрушением лишь отражает те разрывы, которые тиранят души людей, даже святых. Даже люди невинные, те, кто являет Христа своим милосердием и всем сердцем стремится любить ближнего, обособлены и отделены друг от друга. Разум этих людей, их мудрость, желания, характеры, способности, предпочтения, идеалы еще томятся в заточении у самости, непросветленной чистой любовью. Но на боль разделения люди отвечают двояко: одни любовью, а другие ненавистью.
Ненависть не хочет ни жертв, ни скорби. Она отказывается платить за вправку костей и терпеть боль воссоединения. Ненависть, рожденная беспомощностью и одиночеством, мучает каждого из слабых, потерянных, одиноких членов человеческого рода. Она знак и выражение одиночества, никчемности, ущербности. А поскольку все мы одинокие и никчемные, все мы ненавидим сами себя. Одни, понимая это, пытаются себя наказать. Но против этой болезни наказание бессильно. Пока мы чувствуем себя оторванными от других, беспомощными, ущербными, одинокими, мы ничего не можем с нею поделать. Другие, не понимая, что творится у них внутри, начинают ненавидеть всех вокруг. Это особый род ненависти, гордый, уверенный в себе, напористой, жестокой, самодовольной, всегда направленной вовне на чужую никчемность. Она упивается своей силой и своими успехами, но не сознает, что пожирает того, кто ненавидит, а не его жертву. Ненавидящий неуклонно разрушает сам себя. Даже торжествуя физически, он торжествует на развалинах духа. Тот, кто услаждается ненавистью, упрямо отказывается верить, что он одинок и никчемен. Его питает и оправдывает бог войны, идол, мстительный и разрушительный дух. Человеческий род однажды уже избавлен был от этих кровожадных демонов великим трудом и тяжкой мукой. Сам Бог умер за людей, предав себя на крест, претерпев страшное мучение из жалости к собственному творению. Победив смерть, Бог открыл людям глаза на силу своей любви, которая не спрашивает о достоинстве. Любви, побеждающей ненависть и отменяющей смерть. Но люди снова отвергли откровение Божией милости и вернулись к бесам, жадным до человеческой плоти и крови. Гораздо легче угодить идолам, которые питаются поклонением фанатичной толпы. Чтобы служить богам ненависти, надо дать ослепить себя коллективной страсти. Чтобы служить Богу любви, надо быть свободным. Надо взять на себя страшное иго и любить вопреки недостоинству, своему или своего ближнего. Корень всякой ненависти – гложущее, мучительное ощущение недостоинства. Тот, кто ненавидит сильно со спокойной совестью, самодоволен и слеп. Он не видит собственных изъянов, зато ловко подмечает их в ближнем. Тот же, кто сознает, что равно недостойны и он сам, и его ближний, искушается ненавистью более тонкой и мучительной. Ему отвратительны все и все, потому что все недостойно, нечисто, грешно. Такая вялая ненависть – не что иное, как вялая любовь. Будучи не в силах любить, человек понимает, что никуда не годится, но в то же время видит, что и все остальные не лучше. Он, наверное, потому и не любит, что считает себя недостойным любви. А чего лишены мы сами, того хотим лишить и всех остальных. Начало борьбы с ненавистью – главный христианский ответ на нее. Не заповедь о любви, а та, что предшествует ей, делая ее понятной и исполнимой. Я имею в виду заповедь о вере. Христианская любовь вырастает не из желания любить, а из веры в то, что нас любят, что мы любимы Богом, хотя и недостойны, а точнее, независимо от того, достойны мы или нет. В истинном христианском понимании Божией любви представление о достоинстве
теряет всякий смысл. Откровение Божией милости делает смехотворной саму проблему, неся настоящее освобождение человеческому духу. Никто и никогда сам по себе не достоин любви, которой его любит Бог. Пока мы этого не поймем, пока не станем свободны по милости Божией, мы обречены ненавидеть. Гуманизм тут бессилен. Полагая, что мы никому не питаем ненависти, будучи милосердны и добры по природе, мы обманываем сами себя. Ненависть просто тлеет в нас под золой самодовольного оптимизма. Мы, наверное, потому и мирны со всеми, что считаем себя достойными. А вернее, не в силах спросить самих себя, достойны мы или нет. Если милость Божия освободит нас, сам вопрос потеряет смысл. Ненавидящий пытается устранить разделение, уничтожая всех, кто с ним не заодно. Он ищет мира, не принимая в расчет никого, кроме себя. Любовь залечивает любые раны, принимая боль воссоединения. Если хотите знать, что понимают под волей Божией, вот верный признак. Воля Божия во всем, что способствует единению в любви. Если угодно, назовите это основным принципом естественного права. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой, и не делай другим того, чего не хочешь себе. Иными словами, признавай в каждом человеке ту же природу, те же нужды, права, то же назначение, какие имеешь сам. И не совсем уж просто обращайся с другими, как с людьми. Не веди себя так, словно ты человек, а все остальные – звери или бездушные предметы. Воля Божия и есть естественное право, требующее от меня, чтобы я обращался с другими, как с людьми. Неважно, нравится мне эта формула или нет. Очевидно одно – упрямо отвергая этот основополагающий принцип, я сам не смогу жить по-человечески. Но я не могу обращаться с другими, как с людьми, если я им не сострадаю, если не понимаю, что их боль схожа с моей. Воля Божия в том и состоит, чтобы я научился жалеть ближних, делить с ними их радости, боль, мысли. И неважно, принадлежат ли они к тому же классу, цеху, той же расе, стране, что и я, или они выходцы из враждебного лагеря. Учась жалости, я повинуюсь Богу. Поступая иначе, нарушаю Его волю. Третьего не дано. Поскольку такова воля Божия для каждого из нас, и поскольку созерцание – это дар, посылаемый только тем, кто ей повинуется, не научившись жалости, мы так и останемся ни с чем. Ведь христианство – это не учение и не система, а Христос, живущий в нас и соединяющий нас друг с другом своей жизнью. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино. Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Если для вас созерцание всего лишь лекарство от горести, бегство от муки, страдания, с которыми сопряжено воссоединение с ближними в Христовом милосердии, вы еще ничего не поняли и никогда не найдете Бога в своем созерцании. Только восстанавливая во Христе свое единство с братьями, мы находим и познаем Бога. Только так Его жизнь начинает проникать в наши души. Его любовь овладевает нами,
и мы узнаем, каков наш Бог, ощущая на себе Его милость, освобождающая нас из темницы нашего эго. Есть только одно истинное бегство от мира. Это бегство от разобщенности и отчуждения, а не от конфликтов, муки, страданий. Это переход к единству и миру в любви к людям. Христос не хотел молиться о мире и говорил, что его ученики в нем, но не принадлежат ему. Что это за мир? Это мятежный град живущих для себя и потому отделенных друг от друга нескончаемой враждой, вечной спутницей ада. Это град воюющих за обладание тленными вещами, за благо и наслаждение, которых никогда не хватит на всех. Если вы захотите убежать из мира, просто покинув этот град и спрятавшись в уединении, вы возьмете его с собой. Если же вы позволите Богу освободить себя от эгоизма и начнете жить только по любви, то сможете быть совершенно не от мира сего, даже оставаясь в самой гуще событий. Бегство из мира – не что иное, как бегство от самоугождения. Запершись наедине со своим эгоизмом, человек становится добычей зла, которое сведет его с ума или сделает одержимым. Вот почему так опасно уходить от людей просто из желания побыть одному.